Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, сейчас на данный момент у нас многие, конечно же, молятся о том, чтобы вернули Гарри Генслера, потому как все уже просто, всем уже просто надоело о том, что где же наши иксы, где же наш рост, где же это все. Да, мне тоже это, ребята, все надоело. Я просто-напросто 3,5 года потратил на инвестиции криптовалюты. Я думаю, лучше бы я себе заменил тазобедренный сустав. У меня очень больной тазобедренный сустав. Я уже просто ходить не могу. Я вижу просто-напросто, что мы потратили деньги впустую. Этот цикл просто коварный, он вымотал уже так всех, что это просто капец. Большинство участников рынка было затарено еще с 2021 года, не вышли с криптоактивов. Потом пришла новая кровь буквально в 2024 году, мы это видели с тапалками. С хомяком пришла, тоже они затарились полностью и думали, что будем дальше только расти. Старички тоже усреднили свои портфели, и рынок начал расти на ожиданиях то, что Трамп, всем пообещал золотой дождик. В принципе, что? Пообещал он золотой дождик, и вот как только он уже стал президентом, он стал президентом мира, и он начал всех дрюкать красными палочками. А теперь полностью мнение поменялось о крипторынке. И видно, что у нас не идет все так, как хотелось бы идти. Уже и временные интервалы поджимают. Осталось еще несколько событий на крипторынке, которые должны произойти, чтобы произошел рост на этом крипторынке. Но мы видим, что их нету и нету и нету. И отсасывают бабки с рынка. Вот что. Отсасывают бабки. Буквально Гарри Генслера уволили. Можно творить на рынке что хочешь. Теперь уже там команда собралась от самого Трампа. И можно просто мотать людей, разматывать их. И это будет ненаказуемо. Это будет ненаказуемо. Вот человек встает в лонг, 5 миллионов долларов, он делает ставку на 5 миллионов долларов, стою в лонг с 50-м плечом биток, притом перед вот этим вот пампом. Трамп делает заявление, что вроде бы там что-то они будут там добавлять в резерв. Мы прекрасно знаем, что это все сказки дикой собаки, потому как никакие там резервы, все это делается, ничего там они не будут. И человек зарабатывает с 5 миллионов долларов 250 миллионов. Он их вытягивает и сразу встает в шорт. Сейчас вот будут выходить посты в телеге, что человек уже заработал 200 миллионов на шорте. И в принципе что? Плюс-минус практически 1 миллиард долларов можно на вот этом вот движении заработать. Побрить всех хомяков, побрить шортистов, потом же побрить лонгистов. И это будет ненаказуемо. Это инсайдерская торговля, и она, конечно же, преследуется по закону. Это делать нельзя. Но мы посмотрим, что у нас будет. Наши, конечно же, портфели скамятся. И дальше продолжают скамиться, потому как сегодня мой портфель уже потихоньку начинает обновлять свои донные значения. Отток капитала пошел с рынка. На дневке тоже у нас отток капитала. По поводу гэпа мы перекрыли полностью гэп. Вчера мы рассматривали, что такое гэпы. Вернее, не что такое гэпы, а какие были гэпы на крипторынке. Как они, в принципе, были отработаны. И вот мы видим то, что гэп у нас перекрыт. Вчера я говорил, что в пределах нормы будет, если мы опустимся в диапазон 86 тысяч долларов. Но мы опустились намного ниже. Цена битка практически подходит к своим донным значениям, которые у нас были в диапазоне 78 600. Пока биток хоронить мы не будем. Я думаю, что может они здесь насытятся своей манипуляцией, и все у нас здесь станет нормально. Но глобально у нас ситуация не очень хорошая, потому как все, биток у нас отрисовал отскок дохлой кошки, и вроде бы как мы наклевываемся на дальнейшую коррекцию. А это, конечно же, скажется на альткоинах. Многие, конечно же, говорят, что альткоины будут расти, биток будет 0. И вы прекрасно знаете, кто это говорит, но это все с камина еще таблено. Не будет такого, не будет. Может быть такое, что мы
придем, все-таки перекроем полностью вот этот вот гэп в диапазоне 77. Дай бог, дай бог. Ну, глобально отрисовали вот такую вот паттерн, такую вот попку. Двойная вершина. Многие говорят то, что мы уже в медвежке с 3 февраля. Может быть такое, что и в медвежке. Я не отрицаю. Но логически подумать, друзья, логически подумать, эфир не вырос. Эфир показал 4К баксов. Также эфир относительно биткоина просто-напросто на самом днище. И понятно, что если будет медвежка, то без отскока по эфиру погружаться дальше на медвежку, ну это просто какой-то трэшамба. Мы же прекрасно знаем, что оно просто соскамится. Особенно эфириум соскамится. Эфир у нас вообще обновляет свои лои. Трейдеры, я вижу, там заходят в лонг по эфиру, но их конкретно побрило. 2 часа ночи, 300. Вот у нас раз. Ну, здесь может они вот этот имбаланс перекроют по эфиру. В чем я очень сильно сомневаюсь. Я тоже сидел в лонге по эфириуму. Это было в диапазоне вот здесь вот 2600. И потом это все дело у нас опустилось. Дальше эфира я здесь лонг был, прикрыл по безубытку и перезашел вот здесь вот. Ну, в принципе, что у нас тут получается? Потом дальше все это дело опустили. Короче, фичи это такое зло, что туда лучше не лезть на фичи. Это точно. Потому как сейчас очень сильная трэшамба будет твориться на рынке. Я вот вижу, люди пишут. Зашел я, короче говоря, в крипту. Получил просадку 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов я получил. Потом продал я в убыток некоторые активы, купил другие активы. Они опять же тоже соскамились, вниз пошли, еще больше получил просадку. Потом я взял, короче, все эти деньги, вытянул, залез на фичи. Что он там делает на этих фичах, я вообще не знаю. И там, короче, начинает сливать свой депозит. То у него там по стопам повыбивало, благо он ставил стопы, то он еще что-то там, короче говоря, в минус. Ну, на фичи в данной стадии рынка вообще не нужно лезть. Сейчас многие будут продавать свой спот, лезть на фичи, чтобы отбиться, выйти типа в ноль и покинуть этот рынок. Вы на фичах вообще потеряете весь свой капитал. Лучше оставить спот как он есть, ничего не трогать. К лучшим временам. В принципе, вот так вот. Доминация доллара у нас нарисовала такой вот сильнейший ордер блок. Мы, в принципе, опять коснулись цели 5,3. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Я надеюсь, что у нас все-таки здесь будет резкий обвал доминации. И история повторится. Крипторынок вырастет. Доминация биткоина упадет. Но пока мы этого не видим. Дальше. По тоталу. Вообще печальная ситуация. Аналогичная картина, как и на самом битке. Здесь нету восходящего тренда, притока капитала нету в рынок, только отток. Вот мы буквально вчера видели, у нас была капитализация 3 триллиона 250 миллиардов долларов. Сейчас смотрите, какая капа. 2 триллиона 750. $500 миллиона вот так, фух, и унесли. Штаты предъявляют, короче говоря, претензии, чтобы там с ними рассчитались в $500 миллиона, потому как они там дали помощь на 100 миллиардов долларов. Дайте нам типа $500 миллиона. Война идет более чем 3 года, а война уже идет 10 лет. И они там, короче говоря, крутят этот замес на $500 миллиона. А тут просто в моменте, за сутки, за двое суток $500 миллиона изымают из крипты. Бритва продолжается. Я думаю, что мы не скоро просто вылезем с этой бритвы. В том числе и я. Очень, конечно же, плохое состояние рынка. Так, по целям, по доминации битка. В принципе, вчера мы рассматривали все это дело. Я предполагал, что мы придем в диапазон 6, в верхней части канала. Сейчас мы сюда, в принципе, пришли. Все у нас здесь пока неплохо, по каналу мы идем. У нас одна осталась надежда на крипторынке. Это, конечно же,
рост эфириума, то, что он пойдет расти на свой перехай, потому как он всегда рос. Он всегда рос на всех бычьих циклах, он и шел на свой перехай. В этом цикле эфир у нас не на перехай. Не на перехай, и это очень не радует. Вот. Мы, в принципе, тут разбирали то, что эфир может палками, если он захочет, 2 месяца поставить зеленые. Некоторые, конечно, скептики, медвежники сказали, он не сделает это. Ну, мы посмотрим. Если не сделает, ну, мы соскамим свой депозит. Я думаю, что этот человек, который пишет у меня постоянно в комментариях под видео про медвежку, он тоже находится в крипторынке, он тоже находится в позициях. И с пустым портфелем он бы так бы не бегал бы, не писал бы, что типа мы в медвежке, мы в медвежке. Я думаю, что он тоже в портфеле находится в своем крипто набитом. И у него отчаянность, и он пишет, конечно же, такие комментарии. Но по факту эфир, конечно, да, показывает слабость. За всю историю крипторынка эфир просто слаб. Да, показали 3 вершины, все это дело растянули. Вот у нас март, вот у нас май, вот у нас декабрь. Все. У нас одна надежда на то, что действительно эфириум оправится и дальше будет расти. Но видно, что маркетмейкер на эфире очень стал коварный и жестокий. Бреет беспощадно всех. Вот здесь вот еще, казалось бы, да, отрисовали донышко, будем дальше расти, коррекция, дальше будет рост. Но этого не произошло. Что-то у нас поменялось на крипторынке в этом цикле. И рынок уже стал не тот, как был раньше. Это однозначно. Это однозначно. Вы посмотрите на график эфириума в прошлом цикле. Как это все у нас было. Вот. Рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция. А вот это что у нас такое? Это не рост, коррекция. Мы уже просто-напросто сегодня обновили, смотрите, лой. И мы пришли к ценам, которые у нас были в ноябре 23 года. Вот. В ноябре 23 года мы были. Все представляете? Год. Да какой год? 1,5 года. 1,5 года топтания на месте. Все. Нету ничего. В принципе, вот так вот. И нам нужно увидеть, конечно же, в этом цикле разворот эфира относительно битка. А он продолжает быть слабым. Слаб, 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 слаб. Эфир относительно битка, пожалуйста. Но опять идем обновлять лой. Нету здесь никакого разворота. У нас здесь опять же слабость. Но мы пока не обновили лой. Вот у нас лой был поставлен буквально там 3 февраля. Приближаемся мы к проторговке этого фитиля. Может это будет и нормально. Может мы проторгуем этот фитиль. Но бычья дивергенция у нас здесь сломана. Потому как у нас здесь были вот такие вот минимумы на RSI, на RSI или RCI. Там уже тоже есть хейтеры, которые пишут мне за RCI. RCI это не столь важно. Оно нам никак не помогло заработать и выйти в ноль. Это писание. А здесь цена уже сломлена. Ну, мы можем разве что вот так вот поставить. Но здесь была цена уже сломлена на данный момент. И в принципе что? Ну, вроде как по факту остается актуально все, но слабость конкретную эфир показывает. Может быть такое, что мы даже опять обновим лой. Может быть такое, что мы обновим лой. И здесь, наверное, вот эта вот катавасия, встряска, затянется на очень долго. Быстрого здесь, наверное, разворота у нас не произойдет. Может и произойдет, может. Но что-то не особо. Также по поводу доминации. Хочу вам показать одну фишку по поводу доминации. Доминация биткоина. Давайте мы это все дело перезагрузим. Доминация биткоина на дневке. На дневке. Прошлый цикл. Смотрим. 17 год там было намного быстрее все происходило. Мы можем его даже и не смотреть. В прошлом цикле у нас прошло буквально 330 дней, смотрите, 330 дней, и доминация битка уже конкретно упала. Вот, 330 дней. Вот у нас тоже был халвинг,
здесь был боковик, распил, манипуляции разные, но прошло ровно 330 дней, доминация свалилась ниже, чем вот эти были донные значения. И 330 дней уже дальше все, полетели мы просто вниз. В этом цикле давайте посмотрим, что у нас сейчас творится. Вот у нас еще осталось вот это вот одно единственное событие. Это доминация биткоина, вернее два события. Доминация биткоина и эфир относительно биткоина. Все. Эфир относительно биткоина нужно будет тоже, наверное, разобрать. 330 дней, давайте мы посмотрим. Вот у нас халвинг 19 апреля. И после халвинга должно произойти 330 дней. Мы тогда должны обновить, по всей видимости, ну, как минимум, вот этот вот лой. Как минимум. Я не говорю уже за эти лои. Ну, хотя бы вот сюда, на 55% мы должны свалиться. Ну, пускай даже там с какой-то задержкой. Вот, у нас получается 333 дня. Это у нас 18 марта. 15 марта. Пускай плюс-минус там цикл все-таки растягивается, то где-то к 20 числам марта мы должны все-таки уже упасть. Ну, примерно... Ну, на 55, 56, 57 мы должны, по всей видимости, потрогать это все дело. Ну, вот сюда вот мы должны, по всей видимости, свалиться. Вот так вот среднее поставим. Вот. Вот сюда вот мы должны, по всей видимости, свалиться. Вот. Вот это вот у нас должно произойти где-то в 20-х числах. Вот так вот. Событие. Если мы в 20-х числах марта это не увидим, и доминация битка у нас не отыграет, то понятно, что здесь конкретно уже цикл поломали. Манипулятор очень жестокий, коварный, и дальше будет всех разматывать просто капец. В лучшем случае это ничего не делать, не продавать, не лезть на фьючи. Если есть возможность и хотение, конечно же, усреднить свои позиции, потому как без усреднения позиций ты не выйдешь в ноль никак. Никак ты не выйдешь в ноль. Докупить криптоактивы и забыть, допустим, там может быть до лета 2024 года. Ну, не до 24, а до 25 аж. Я шучу с вами. Ну, в принципе, что? Ну, вот такие вот у нас события происходят на крипторынке. Просто конкретные манипуляции. Ставьте стопы, если вы лезете на фьючи. Пускай вас лучше выбьет по стопу там какой-то 1% или 0%, 0,5% от капитала, чем чтобы вас сбрило. Вот буквально мне человек написал, что его сбрило на фьючах на 60 тысяч долларов. И он не знает, что делать. Зашел в лонг по какому-то щиточку. По какому-то щиточку он зашел в лонг. Типа там лонг у него уже в плюсе там. И говорю, бери, фиксируй. Ибо рынок опустит обратно вниз. И твой лонг просто испепелится. И все. Не знаю, зафиксировал или не зафиксировал. Если он смотрит данное видео, пиши в комментариях под видео, что ты действительно зафиксировал. Тут лонг забрал хотя бы 6 тысяч долларов. Ну, может не 6, может 5. В принципе, вот так вот. А рынок дальше продолжает кровоточить. У нас сегодня вторник. За час у нас тут чуть-чуть что-то так позеленело. Неделька. Все у нас просто капец. Просто капец. Да, есть, конечно же, некоторые альткоины, которые показали хороший тренд, такие как монетка OM, монетка Pepe, XLM, XRP, Hebera, TRX, Tron. Это мы не отрицаем. Sui, конечно же, показала хороший тренд у нас. Но это совсем не то, что должно происходить на крипторынке. И будет ли это дальше происходить, никто не знает. А если вы знаете, пишите в комментариях под видео, что же у нас будет в дальнейшем. Будет ли у нас дальше рост крипторынка или нет. Некоторые говорят то, что мы уже в медвежке. Некоторые говорят то, что мы уже с 3 февраля в медвежке. Да, может быть такое, что мы и в медвежке. Но некоторые метрики нам говорят о том, что это не медвежка. Если, конечно же, кто-то сомневается в метрике Stock to Flow, что она может, конечно, обманывать, но здесь у нас, в принципе, каждый день обновляется данная метрика. Мы вот видим то, что здесь у нас трэш происходит. Летом у нас был аналогичный трэш. Здесь тоже говорили о том, что медвежка, медвежка. Потом мы начали расти. Все уже уверовали то, что бычка. Сейчас опять говорят медвежка. Если эта метрика, конечно же, неправильно говорит нам, то зато P-Cycle нам говорит о том, что действительно это еще не пик медвежьего цикла.
Потому как на P-Cycle у нас не было такого, чтобы там она ошибалась. И мы видим то, что на данный момент у нас цикл растягивается, только растягивается цикл. Потому как мы можем увидеть, что 2021 год у нас был намного короче вот здесь по поставлению пика. Цикл растягивается, зеленое, оранжевое у нас не соприкасаются, нету красной пунктирной линии, и это говорит о том, что это не пик, не пик. Затянули, конечно, они это все дело, да. У нас здесь только два варианта событий. Или цикл конкретно затягивают, и он где-то там будет этот пик, или осенью 25 года, или весной 26 года. Или просто рынок хотят соскамить. Но я думаю, что не для скама они его делали, потому как такая дойная корова, которая дает постоянно каждый день миллиарды ликвидаций, будут его скамить. Рынок, по всей видимости, все-таки, наверное, затягивают. Хотят конкретно всех вытрусить, потому как большое количество засело в альткоинах. Вот реально, людей очень много засело, и их нужно всех выбрить. Я думаю, что данное видео вам будет полезно как психологическая поддержка. На данной прекрасной доте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, ибо 85% моих зрителей смотрят контент без подписки. Вам это не составит труда, мне будет очень приятно. Я смотрю статистику. Подписано только 25%. А там буквально 70% смотрят без подписки. Ну что это такое, ребята? Что это за непорядок? Давайте быстренько подпишемся, лайкнем, и все будет хорошо. Ибо соскамлю рынок. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.